Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости! Сегодня я хочу поделиться с вами разными способами окрашивания яиц на Пасху, а в качестве красителя выступит чай каркаде. Список необходимых компонентов и материалов вы видите на экране, а также мы пропишем его под видео в описании. А сейчас начнем готовить. При окрашивании каркаде цвет яиц будет примерно одинакового такого оттенка синего. А чтобы задать разный рисунок, можно использовать разные материалы. Я сейчас покажу, как я буду это делать. Я нарезала бумагу, просто тетрадный лист. Сейчас обмакнула яйцо в воду. И вот таким образом собираем на яйцо кусочки бумаги. Высыпем также на капрон немножечко. И сейчас завяжем на капроне узелок, плотно стянув его вокруг яйца. Завязываем нитку, срезаем кончики. Еще один способ с использованием капрона. Будем делать веточки от зелени. То есть можно взять укроп, можно взять петрушку. Смачиваем яйцо, накладываем листочек зелени и выкладываем его на капрон. И затем сверху еще выкладываем листик, можно несколько. Снова собираем ткань в узелок и завязываем. Точно так же можно сделать яйцо с использованием петрушки. Интересное окрашивание можно сделать, обмотав яйцо нитками. Можно тонкую нить использовать, можно вот такую толстую для вязания. Соответственно, и рисунок будет разным. Оставляем кончик, чтобы потом завязать. И начинаем наматывать с небольшим шагом. Наматываем поплотнее, чтобы нить не упала. Интересный рисунок можно получить, используя фольгу. Нарезать ее такими вот небольшими полосками, чтобы можно было в нее завернуть яйцо. И как вырезаем снежинки, сворачиваем таким конусом. Вырезаем небольшие фигурки. Можно сферы, можно небольшие такие вот треугольнички вырезать. Не очень много. Так еще свернем и сделаем в серединке. Затем фольгу разворачиваем, сворачиваем яйцо. Комкаем фольгу, чтобы она была вот такими здесь выпуклостями. И затем ее хорошо придавливаем. И 4 яйца я оставлю просто. 2 яйца будут окрашиваться просто в обычном чае каркаде. И 2 яйца еще потом дополнительно я покажу, как сделать, чтобы был еще один рисунок. Отправляем все яйца в кастрюлю. Я сделала всех по 2. Отправляем сюда каркаде, столовую ложку соли и заливаем водой комнатной температуры. Наливаем столько воды, чтобы все яйца были прикрыты. Выливаем 9% уксус и ставим на огонь. После того, как вода у нас закипит, нужно варить яйца будет 7 минут. После чего выключить огонь и оставить на 20 минут для окрашивания. Если вы помните, 4 яйца я положила просто без всяких украшений. И 2 яйца будут краситься в естественные краски, а 2 яйца покажу еще, как можно покрасить. Выкладываю на фольгу немножко чая каркаде, выкладываю яйцо и сверху выкладываю еще каркаде. И сейчас заворачиваем его в фольгу, плотно прижимая чай. Завернутые яйца в кастрюлю с водой больше не опускаем, и оставляем их окрашиваться именно в таком виде на 20-30 минут. Так же, как будут окрашиваться и яйца в чайной заварке. Итак, достаем яйца. Сейчас нужно им дать возможность остыть. Пока они такие светленькие, но они сейчас полежат и потемнеют. Пока их не разворачиваем, как есть, так и отправляем в сушилку. Сразу убирайте все листики. И сейчас развернем яйца, которые мы заворачивали в фольгу. Посмотрим, что у нас получилось. Убираем лепестки. Вот такое красивое получается мраморное яйцо.
отправляем его тоже сушиться. После того, как жидкость с яиц стекла и они слегка остыли, раскрываем их от капрона, убираем и посмотрим, что у нас получилось. Это яйцо мы делали с бумагой. Убираем бумагу, и вот такое мраморное покрытие получилось, очень красивое. Здесь мы срежем нить. Получилось вот такое яйцо. Здесь мы вырезали в фольге отверстие. Вот такое красивое окрашивание у нас получилось. И эти яйца мы окрашивали вместе с укропом и с петрушкой. Такие у нас получились остывшие яйца. Это просто мы окрашивали без всяких дополнительных элементов. И эти я уже показывала, которые мы окрашивали в фольге, добавляли сюда чай каркаде. Яйца смазать маслом. Так они будут более красивые, блестящие, будут лучше смотреться. Это лишь некоторые способы окрашивания чаем каркаде. Подобным образом можно делать и другие аппликации. Это могут быть полоски из скотча, кругляшки от специальных наклеек. Яйца можно обмотать резинками, лентами, нитками потоньше. Плюсом такого окрашивания является полностью натуральный краситель. Способ очень красивый и эффектный. Друзья, если он вам понравился, будем рады лайку от вас и благодарны подписке. Посмотрите и другие наши ролики, в плейлистах найдется много интересного. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, всем пока!